Всем привет! Сегодня мы покажем вам, как делать односторонний букет, который сейчас принято называть букетом в корейском стиле. Мы вам до этого уже показывали, как делать подобные букеты, но в объемном виде. Сегодня у нас будет уменьшенный бюджетный вариант, и мы вам расскажем вновь об основных принципах сборки такого букета. Мы уже подобрали цветы для данного букета. Это кустовые розы, одноголовые розочки, одна хризантема у нас вот такая под цвет розы и 3 лизиантуса. И начинаем мы с кустовой розы. Желательно, чтобы ваша кустовая роза была ветвистая, потому что вот за счет ветвей этой розы вы сразу создадите диаметр вашего букета. Ножка может быть любой длины, но в данном случае мы завязаны на ножку одноголовой розы, поэтому для нас вот она будет таким образом. Это роза сорт фрутета. Мы взяли сегодня 4. Она очень красиво раскрывается розовым цветом, по контуру она такая. Мы с кустовой розы. У нас 2 кустовые розочки. И обратите внимание, мы поставили их в спиральной технике. И посмотрите, если вы поставите их чуть-чуть поближе, то диаметр букета будет поменьше. А если вы поставите их в более широком варианте, то вы можете задать вот такой большой диаметр вашего букета. У нас цветов не очень много, поэтому мы сделаем где-то вот такой усредненный вариант. И я вам сразу советую закрепить вот эти розы, чтобы они не нарушали заданный вами диаметр букета. Закрепляете их непосредственно в точке спирали. То есть мы розы ставим друг напротив друга? Друг да? напротив друга, да, По совершенно плоскости. верно, по плоскости, да. Чуть-чуть их можете зафиксировать, вот именно в точке их разъема, чтобы они у вас держались. Потому что не закрепляйте очень сильно, чтобы вы могли чуть-чуть ими еще и маневрировать в процессе составления букета. Ну а теперь вы можете воспользоваться зеленью. Сразу. У вас такая ветвистая зелень. Чуть-чуть хотя бы. То есть такой букет, что со сторон, да, начинаем, не с передней части? Именно со сторон, для того, чтобы задать диаметр или объем нашего букета. Тут возьмем веточку. Чуть-чуть. Начните сначала с зелени, вот мы разрежем здесь. И основными принципами или основными правилами составления так называемого корейского букета являются следующие. Если вы ставите розы, я оставлю вот большее количество зелени, я не буду брать пока, если нужно будет, я потом протяну. Вы должны понять, прежде всего, если вы ставите цветок за кустовой розой, то он должен быть у вас чуть-чуть выше. То есть тем самым как бы вы еще увеличиваете высоту вашего букета. А вот все, что вы будете ставить перед вашей кустовой розой, вы должны будете поставить ниже. Вот тем самым, посмотрите, мы еще чуть-чуть задали или увеличили высоту нашего букета. Ну а теперь мы начнем выставлять центр. Вот то, о чем я говорю. Все, что вы будете ставить уже перед вашей желтой розочкой, должно стоять ниже. И еще одно очень важное правило, о котором часто люди забывают, это то, что центр у вас всегда должен быть более тяжелым, более насыщенным, чем ваши боковины. Это очень важное правило для составления букета. Ну вот посмотрите, мы выстроили немножечко переднюю часть нашего букета, По форме, как сердце. Немножечко даже напоминает провал, да? А теперь мы говорим, что центр у вас должен быть более насыщенным. У нас уже здесь 2 розы стоят, и здесь в паре стоят розочки. Для более насыщенного центра мы подобрали Вон такая хризантема. такую красивую хризантему. Нам они очень нравятся под осень. Мы их в разной цветовой гамме берем и добавляем практически во все осенние букеты. У нас и бело-зеленые, и желтые, и фиолетовые были. Вот теперь вам самое главное попасть в нужную вам точку, чтобы создать эффект
вот тяжелого центра. Желательно, да, между цветочками все равно так или иначе оставлять это пространство. Она все равно немножечко в сторону, да? Она все равно, все цветочки у вас же спиральная техника, они все равно, вот опять-таки, да, вот вы разделили, вот я вам показываю, вот ваш букет, вы разделили, да, посмотрите, эта розочка у вас будет смотреть чуть-чуть сюда, а помпон, хризантема, будет смотреть немножечко в другую сторону. Теперь нам нужно выстроить стеночку, да, и мы посмотрим, чем мы можем ее выстроить. Вот я поставила сюда лизиантус, но так как это у нас с вами корейский букет, и его центр должен быть немножечко провальным, да, то я бы не ставить лизиантус выше помпона. Вот пускай. Но его как будто бы не видно. А ничего страшного, да, потому что ведь у вас все равно должна присутствовать эта красивая сторона букета. Вот, посмотрите, как у вас тоже здесь красиво все выстраивается. Поэтому можно дальше попробовать расставить еще лизиантус. Тебе не хочется центр чуть-чуть еще больше спустить? Сейчас посмотрим. У нас это все еще не зафиксировано, поэтому мы можем спустить еще пониже, да. И второе важное правило любого вот так называемого корейского букета заключается в том, что он должен у вас идти как бы на треугольник. Посмотрите, да, вот вы его спускаете, и у вас получается вот такая треугольная форма. Центр спустить, вы имеешь в виду хризантему опустить еще? Нет, под хризантему я имею в виду. Чуть-чуть ниже можно, Да. да. Можно либо приподнять, наоборот, хризантему. То есть хочется, я бы вообще опустила даже тот лизиантус, чтобы у меня вот такая как бы форма, даже немножечко сердца получалось. Сейчас мы возьмем еще зелень. Подставим. То есть пока все это у вас еще не закреплено, вы можете, соответственно, вращать ваш букетик. Лизиантус у нас такой красивый, махровый, персиковый, прикот. Да. Тоже необычный по цвету, и у него есть такие зеленоватые прожилки. Мы постарались, чтобы все по гамме идеально между собой сочеталось. И букет такой получается вроде и очень нежный, потому что с розовинкой, но в то же время яркость в нем присутствует. Ну вот опять, да, я возвращаюсь к тому, что вот посмотрите, да, вот один из принципов этого букета, вот эта розочка выше, следующая у вас ниже, потом у вас идет чуть ниже лизиантус, чтобы было понятно, и совсем низко у нас стоит вот эта центральная розочка, которая нам и позволяет сделать вот этот треугольник. Соответственно, у вас хризантема стоит над розой, и здесь то же самое. Вот она высокая розочка, вот у вас ниже, но вот здесь вот чуть-чуть ступенечки, да, вот смысл этого букета. Здесь мне хочется чуть-чуть поставить повыше, потому что лизиантус это такой цветочек, что его в букете желательно ставить всегда чуть-чуть повыше, иначе он будет зажиматься и иметь вид, ну, как бы немножечко замятого цветочка. Сейчас я еще раз закреплю, чтобы это... Не бойтесь фиксировать букет, потому что для начинающих, да, это не так просто держать. Тем более вы не должны держать очень крепко, очень плотно. А если вы не будете держать крепко и плотно, то стебли будут, соответственно, под тяжестью цветочка всегда у вас крутиться, да, для того, чтобы... Потом, когда вы научитесь и поймете, положили наш букетик в так называемом корейском стиле, посмотрите, пожалуйста, мы выдержали эти ступеньки справа, слева. И самое главное, что вы должны закончить тоже тяжелой розой. Именно тяжелой, потому что она у вас как бы является завершением выстроенного треугольника. Потому что если здесь будут маленькие кустовые розочки, то эффекта вот такого тяжелого и насыщенного центра и треугольника у вас не получится. Смысл или принцип этого букета заключается в том, что крылья всегда будут легче, чем центральная и нижняя часть вашего букета. Да, по поводу стоимости всегда вы нам задаете эти вопросы. По цене такой букет получается от 1700 до 2000 рублей, в зависимости от того, какие вы цветы будете использовать, да, потому что у нас здесь роза,
как я уже сказала, это 4-ка, она у нас в продаже по 90 рублей, вы можете взять 5-ку, она у вас будет, там, не знаю, 100-120 рублей, да, здесь мы используем 5 штук. У нас одна всего лишь хризантема, 2 кустовые розы, в данном случае они у нас высокие, по 180 рублей за штуку, но вы можете использовать кенийский микс 5-ку, ну, возможно, вам, конечно, понадобится не 2, а 3-4 розы, но все равно по стоимости это будет ниже, и лизиантус, как вариант, можно заменять на кустовую гвоздику. Очень красиво будет, воздушно смотреться. И, кстати, хризантему такую помпошную тоже можно заменять на большую гвоздику, либо на обычную хризантему. Ну и плюс тут еще заложена стоимость зелени. Если у вас, опять же, рускус или фисташка, то это будет по цене ниже. Поэтому в плане стоимости вы смотрите сами. Во-первых, да, опять же, от наполнения и от того, какую розу вы используете, какая у вас есть в салоне в наличии. Так, и по поводу бумаги вы нам задаете вопрос, накручиваем ли мы стоимость. Ну, мы, естественно, цену прибавляем, когда упаковываем букет. Считаем ли мы в 2 раза? Нет, не считаем за упаковку мы 2 раза. Это либо себестоимость, либо это 1,5 раза. Либо это мы заведомо знаем, что, допустим, на такой букет мы закладываем там 300-400 рублей на упаковку вместе с зеленью. Если это большой букет, то, соответственно, это большая цена уже идет. Сейчас мы этот букетик упакуем и покажем вам, как он будет выглядеть в законченном виде. Так, сейчас мы вам покажем, как мы этот букетик упакуем. Мы уже неоднократно говорили о том, что мы не сторонники многослойной корейской упаковки, что мы приверженцы того, что продавать все-таки нужно цветы. Поэтому мы вам сейчас покажем альтернативный способ упаковки, чтобы сохранить треугольную форму нашего букета, но в то же время эта упаковка будет максимально простой. Мы берем пленку возьмем из рулона, она помягче. Отрезаем 3 квадратика. Если у вас букет меньшего размера, возможно, вы сможете обойтись 2 листами. Но, соответственно, чем больше у вас размер букета, тем больше упаковки вам необходимо. Складываем их, как мы часто делаем, вот таким образом. Смотрите, пожалуйста. И вырезаем немного центр. Центр мы вырезаем для того, чтобы когда вы упаковку будете сминать, то у вас в центре стыковки не образовывалось лишних заломов. Возможно, если вы уже умеете очень круто паковать, то у вас нет в этом необходимости. Мы иногда тоже это не делаем, но это как вариант того, чтобы просто вам было проще именно упаковывать. Конечно, если вы берете еще более мягкий материал, например, такой как тишь, то там нет необходимости вырезать серединку. И, в принципе, в нашем понимании упаковка – это такой творческий момент, что вы можете брать бумагу, пленку, тишь, любые другие материалы и пробовать, как вам больше нравится упаковывать. И кому-то нравится попышнее, кому-то нравится более плоско. Так, смотрите, мы вот таким образом складываем. И потом я сразу же складываю еще раз, делаю такой... Ну, что-то наподобие кармашка, то есть просто по диагонали еще раз сложила. И вот этим вот углом, который у меня у бумаги вылезает, я прикладываю на угол букета для того, чтобы повторить форму. То есть мы вот этим вот углом внешним подчеркиваем то, что у нас букет сложен по треугольнику. Вот, видите, получается, что мы повторяем форму букета. Тоже центральную розу мы пока что не закрываем, потому что нам ее нужно оставить открытой. И то же самое мы делаем на противоположную сторону. Точно так же я складываю, видите, то есть вот, раз, и я сложила вот таким образом. И прикладываем. Вот, смотрите, приложили 2 уголка. Видите, вот здесь мы повторяем форму букета, вот здесь повторяем. И сзади у нас вот такая вот стеночка образуется. А 3-й лист мы приложим спереди, чтобы здесь оставить розу открытой, но в то же время закрыть вот это пространство, которое образовалось между цветами. Поэтому мы прикладываем ее по прямой. Смотрите, у нас образуется вот здесь прямая линия между 2 вот этими уголками. И вот эта прямая линия у вас должна попасть как раз на переднюю розу, чтобы она не закрылась.
Вот сзади у вас будет, по сути дела, виден всего лишь один шов, то есть вы все закрываете последним листом. Вот таким вот образом мы упаковали наш букет, и сейчас мы его перевяжем еще двойной ленточкой. Ленту взяли мы чуть-чуть посветлее розовую и немного такую бежево-желтоватую, потому что упаковка у нас здесь уже сама по себе яркая. Когда вы натягиваете бумагу под ленты, она немножечко у вас сползает вниз, не забывайте об этом, то есть ваша передняя роза оголится еще больше. И как раз будет очень хорошо видна в конечном итоге. Ну вот, смотрите, вот так вот наш букет уже отправится к получателю. У меня здесь есть небольшой зазор, но он никому не мешает. Если у вас здесь очень сильно отстает, то вы можете либо вот так вот застеплерить внутри воланчиков ваших, либо посадить здесь на двусторонний скотч. Но это если у вас очень сильно отстает. В принципе, такая упаковка не требует никаких скрепляющих элементов. Здесь бумага очень хорошо держит форму, если вы букет правильно упаковали. И мы сохранили форму нашего букета.